Привет всем! С вами канал World Style. Гитлер весьма спорная фигура мировой истории. Он прославился на весь мир своими специфическими идеалами и видением будущего своей страны, которые стали причиной Второй мировой войны, унесшей тысячи жизней ни в чем не повинных людей. Кто же он, один из самых жестоких диктаторов прошлого, и чего еще мы о нем не знаем? World Style предлагает вашему вниманию 10 фактов об Адольфе Гитлере, которые, несомненно, вызовут шок и заставят по-новому взглянуть на эту личность. В январе 1894 года маленький мальчик случайно провалился под лед на реке и начал тонуть. Крики о помощи услышал проходивший мимо подросток и спас мальчика. В дальнейшем подросток-спаситель стал священником, ну а спасенный им мальчик вырос в диктатора Гитлера. В 1941 году Адольф Гитлер поручил врачу из Дании Олину Хамусену создание надувной куклы из гальванизированного пластика. Эта кукла должна была стать одной из обязательных вещей, которые немецкие солдаты брали с собой на войну. И немецкий правитель был уверен, что искусственная женщина поможет избежать заражения солдат венерическими заболеваниями, а главное, поможет сохранить чистоту арийской расы. Однако проект так и не был реализован до конца, так как фабрика, на которой должны были изготавливать кукол для солдатских утех, была разгромлена авиацией союзников. В 1938 году Адольф Гитлер был признан американцами Человеком года за то, что он активно распространял демократию по всему миру, а в следующем 1939 году его даже номинировали на Нобелевскую премию мира, как человека, установившего мир в Европе. Однако Гитлер так и не получил своей премии, так как к моменту награждения в Европе вновь разгорелся конфликт, и награждение лауреатов отложили. Представители американских спецслужб намеревались подсыпать в пищу Адольфа Гитлера женские гормоны, чтобы он стал менее агрессивным и более женственным. В этот момент у многих возникает вопрос, почему бы было просто не подсыпать мировому тирану в пищу яд? Такой вариант, конечно, был бы существенно эффективней. Однако при немецком диктаторе всегда находился дегустатор, который пробовал всю без исключения пищу, к которой собирался прикоснуться Гитлер. За весь период войны Гитлер ни разу не посетил ни одного концентрационного лагеря из созданных по его собственным приказам. Одним из объяснений этого историки называют то, что он понимал, что даже у такого жестокого человека, как он, сожмется сердце от такого количества обреченных на смерть людей вокруг, и он не сможет выполнить свой высший долг перед немецким обществом и культурой. Мало кто знает, но первой любовью Адольфа Гитлера была еврейка, девушка по имени Стефани Исаак. Однако он никогда с ней даже не разговаривал. Один из друзей Гитлера утверждал, что в намерение диктатора входило похитить девушку и убить ее и себя, прыгнув вместе с ней с моста в реку. После войны Стефани Исаак дала интервью прессе, в котором сообщила, что ничего не знала о нежных чувствах Гитлера. В 1944 году личный доктор Адольфа Гитлера Теодор Моррель стал назначать немецкому диктатору кокаин. Свою дозу наркотика Гитлер принимал дважды в сутки через ингалятор, а также добавлял его в капли для глаз. Кокаин был назначен Гитлеру в качестве обезболивающего средства во время болезни носа и горла. Однако последствия от такого лечения могли стать гораздо хуже, чем сама его болезнь. По мнению некоторых историков, именно прием наркотика мог повлиять на принятие военных решений немецким диктатором, так как длительный прием кокаина сделал его склонным к паранойе и более агрессивным.
Неизвестно, совпадение это или нет, однако сообщение о смерти Адольфа Гитлера и исламского лидера террористов Усамы бен Ладена было сделано в один и тот же день года, 1 мая. В 30-40-х годах Гитлер активно боролся с массовым курением и организовал мощную антитабачную кампанию. Причиной, воодушевившей диктатора на такие действия, стало отвращение к этой пагубной привычке, а также то, что немецкие ученые-медики выявили связь между курением и развитием онкологических заболеваний. Ну и напоследок. В 1916 году, во время одного из сражений битвы на Сомме, Гитлер получил ранение в живот и лишился одного яичка. Проблемы с половой жизнью, которые возникли у диктатора в дальнейшем, сломали всю его жизнь. И, возможно, именно поэтому он решил сломать жизнь всей Европе. Эти факты проливают достаточно много света на жизнь и поступки Гитлера. В любом случае, по каким бы причинам он не совершал своих жестоких поступков, чувство жалости к нему испытывать никак не хочется. Ну а если тебе понравился этот ролик, ставь под ним большой палец вверх и жми подписаться на канал. И до встречи в новых выпусках.